Обнимашки с диктаторами. Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой YouTube-канал. Если еще этого не сделали, обязательно подписывайтесь. Здесь будет интересно. И вот сейчас в эфире наша программа международной политики, ваша любимая передачка о международной политике «Обнимашки с диктаторами». Здесь мы даем трезвый глобальный взгляд на международные дела вместо той чуши, пропаганды и конспирологии, которые вы видите и слышите по телевизору или в интернете. И сегодня мы поговорим об одном из самых горячих сюжетов в международной политике на сегодня. О противостоянии, которое было очень бурным в прошлом году и давало массу таких драматических новостей, которые рискует резко обостриться, причем уже не только внутри, но и вот в глобальном контексте в этом году. Это Гонконг. Вы, конечно, знаете, что в Гонконге в прошлом году прокатились такие многомесячные, многомиллионные демонстрации, по сути, бунты против политики диктатуры коммунистического Китая. Сейчас мы там вспомним о причинах и о том, что там происходило. Но сейчас эта ситуация рискует перерасти вообще в международный конфликт нового качества, потому что Китай, понятное дело, ему ужасно не понравилось то, что весь Гонконг взбунтовался, не просто взбунтовался против правления коммунистического Китая, но и еще прокатил лоялистов Пекина на местных выборах, которые состоялись в ноябре 2019 года. Там фантастическим преимуществом победили сторонники демократии и автономии и независимости от Китая. Там на самом деле есть разные оттенки. Да? Там кто-то не против того, чтобы быть специальным административным регионом Китая, но против дальнейшего усиления китайского вмешательства. Да? Так вот эти демократические силы победили. Лоялистов Пекина и китайской компартии окунули, в общем, физиономии в снег, да, и, конечно, Китаю не понравились ни протесты, ни вот эти результаты выборов, и понятно было, что Китай будет отвечать. И вот сейчас они принимают закон о том, чтобы создать на территории Гонконга структуры по обеспечению национальной безопасности, которые контролировались бы непосредственно правительством Китая. Это такой очень серьезный разворот вообще в политике Китая в отношении Гонконга. Потому что Китай, когда получил от Британии в 1997 году контроль над Гонконгом, то он дал твердое обязательство поддерживать вот эту вот политику «одна страна, две системы» и фактически сохранить в Гонконге прежние демократические рыночные порядки и не пытаться насаждать там свою тоталитарную коммунистическую диктатуру. Но, по сути, вот такой закон, который создает китайские органы власти силового характера на территории Гонконга, он прямо нарушает договоренности с британцами, и вот эти обязательства в рамках модели «одна страна, две системы», это уже приводит к серьезной международной конфронтации Китая с развитыми странами, США и Великобританией. Вот я хотел об этом сюжете сегодня подробно с вами поговорить. Во-первых, давайте начнем немножко издалека, из истории. Дело в том, что в Гонконге действует сегодня такая, как и называют, де-факто конституция, основной закон, basic law, который вот и определяет все правовые и институциональные рамки функционирования этой китайской автономии. Этот основной закон был принят Национальным собранием Китая в 1990 году, за 7 лет до передачи Гонконга от Британии Китаю. И вот как раз в этом законе не просто содержится принцип «одна страна, две системы», который гарантирует Гонконгу, в общем, полную автономию. Но статья 22 вот этого основного закона Гонконга, она прямо запрещает Китаю вообще влезать в гонконгские внутренние дела, в том числе в политику безопасности, контроль силовых структур и так далее. И, например, статья 23 основного закона Гонконга, она как раз говорит, что вопросы безопасности контролируются самими гонконгцами через их демократические институты. Поэтому политика Китая в Гонконге, она вот все эти 20 с лишним лет, она все-таки строилась на принципах
подкупа. То есть они поддерживают там очень серьезные вот эти лояльные такие пропекинские политические силы. Китай, благодаря своему экономическому росту, это страна, у которой много денег. У китайских коммунистов реально много денег, огромные финансовые возможности. А Гонконг – это, в общем, страна с… Ну, это богатый международный финансовый хаб, но там всего 7,5 миллионов человек населения. И, конечно, их возможности несопоставимы. Да? Поэтому Китай скорее вот действовал методом подкупа. У них во многом получается. Например, вот мы говорили, что после прошлогодних протестов Китай проиграл в Гонконге местные выборы. Но на уровне парламента, то есть легислатуры Гонконга, например, там вот сейчас 42 из 66 мест контролируют представители пропекинских сил, которые говорят, нам надо быть с большим братом, он хороший, тепленький, если прислонимся, он нам нальет молочка, даст денежек, обеспечит, традиционная фишка, стабильность там, и так далее. Да? Хотя мы видим, что на самом деле это все не так, и кто жертвует свободой ради стабильности, если перефразировать Бенджамина Франклина, не получает ни свободы, ни стабильности, ни безопасности, ничего. Да? Классика. Но, тем не менее, вот там такие вот местные, значит, гонконгская Единая Россия, условно говоря, пособники оккупационного режима, они, конечно, есть. Да? Вот. И они спекулируют и на этнических составляющих, хотя многие гонконгцы не считают себя китайцами, а считают себя гонконгцами. Но этнически, конечно, понятно, что этническая близость, она играет здесь огромную роль. То есть Китай действовал через подкуп и через контроль политической поляны. Но вот он его теряет. И тут они вот решили, значит, пойти на пересмотр, по сути, вот этого базового принципа управления, на котором британцы согласились отдать контроль над Гонконгом, что Китай не будет покушаться на автономию и на независимость гонконгских политических институтов. Что сейчас хочет сделать Китай? Он на очередной сессии в конце мая, которая состоялась, условно говоря, парламента Китая, да, парламентом назвать сложно. Это такие андроиды коммунистической партии, которые там послушно голосуют ручками, как Компартия прикажет. Да? Но вот они все равно там собирают, как в Советском Союзе. В Советском Союзе тоже был Верховный Совет, там, который что-то там голосовал, там 99 голосов за, 1 воздержался, 0 против, примерно в таком ключе. Вот сейчас в Китае такая же система. И они приняли резолюцию в конце мая, где поручили китайским коммунистическим властям внести законопроект о создании структур обеспечения национальной безопасности на территории Гонконга. Это я так намеренно упрощаю, чтобы вам объяснить. Но суть как бы в этом. То есть они китайскую, значит, политическую полицию и силовые структуры хотят в Гонконге прописать. Хотя сейчас это прямо основным законом Гонконга и соглашениями с британцами прямо запрещено. То есть там содержится прямо сейчас полная гарантия автономии, и Китай вообще никак не может вмешиваться и даже комментировать то, что в политике Гонконга происходит. Это политически абсолютно автономная система. Да? И вот Китай, по сути, пошел на такой глобальный пересмотр этих договоренностей, которые были в 1997 году в момент передачи Гонконга под контроль Пекина достигнутые. Вот здесь, соответственно, несколько моментов. Момент первый. Это уже не новый как бы шаг, а часть такой поэтапной стратегии отжатия контроля у гонконгских демократических институтов. Вот первый прецедент, вокруг которого-то, собственно, были все прошлогодние бунты, это так называемый закон об экстрадиции, который позволял экстрадировать граждан Гонконга в материковый Китай. Ну, понятно, что, скорее всего, это стали бы делать по политическим причинам. Как у нас в России объявили бы, значит, противников режима там какими-то экстремистами, террористами, что они там украли лес, там, украли нефть или еще что-то такое, и экстрадировать их в Пекин, а дальше местонахождение определить не представляется возможным. Да? Вот. И, то есть Китай ведет планомерное наступление, но решил, очевидно, пойти на его эскалацию, потому что ему не понравилось то, что происходило. То, что подавляющее большинство жителей Гонконга высказалось активно и в ходе протестов, и в ходе местных выборов в ноябре 2019 года, что, в общем, оно не хочет дальше ложиться, значит, под пятку
вот этого китайского коммунистического милитаристского режима. Да. Вот. И, ну, они решили ускоренно, что Китай решил делать? Недовольны, значит, надо их подмять. Вот они решили ускоренно перейти вот к этой новой стратегии подмятия Гонконга под себя и прямо пойти на нарушение гонконгской конституции, договоренностей, которые были достигнуты в 90-е годы о передаче Гонконга под контроль Китая и так далее. Это вызвало соответствующую международную реакцию. Вот мы сейчас об этом поговорим. И вызвало первые протесты с момента начала вот пандемии коронавируса и вот связанных с этим там карантинных ограничений. Люди в Гонконге вышли, пока вот не в таком формате, как в прошлом году, но я уверен, что эти процессы возобновятся и вернутся. Вот это первое, это то, что происходит сейчас. То есть в июне стоит ожидать принятия этого закона, учреждения уже непосредственно китайских структур безопасности и прихода такого китайского ФСБ на территорию Гонконга, начиная с июня месяца. Вот, скорее всего, то, что будет происходить. Здесь очень важный вопрос, который я, когда по поводу Гонконга переписываюсь с моими зрителями, то очень важный вопрос, который мне задают: а зачем британцы вообще отдали Китаю Гонконг? Неужели они не понимали, что за этим последует, и что коммунистический Китай все равно всех обманет? Вот это очень важный сюжет, я хотел бы несколько слов об этом поговорить. Ну, во-первых, я хочу сказать, что на самом деле, кто именно принял решение передать все-таки Гонконг Китаю, это была любимица всех ультраконсерваторов всего мира Мэгги Тэтчер, которая в 1984 году в Пекине подписала декларацию, британско-китайскую декларацию о судьбе Гонконга, которая вот и предполагала его дальнейшую передачу, но при условии, что Китай сохранит там одну страну, две системы и вот эту автономию. То есть реально решение о передаче Гонконга принимала Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Но здесь не все так просто. Дело в том, что, во-первых, у Британии не было юридических оснований удерживать Гонконг под своим контролем после 1997 года. Тут все было чисто юридически, все было достаточно четко, да, что действовал договор, который был подписан в 1898 году на 99 лет. То есть в 1997 году он просто тупо истекал. То есть тогда вот Китай, как они говорят, под давлением, это была историческая несправедливость, но вот мы, значит, вот тогда уступили и на 99 лет аренду Гонконг британцам в аренду сдали, но больше продлевать не будем. Да? То есть это не было вот владение Британской империи. Когда ты, значит, приезжаешь куда-то там, втыкаешь свой Union Jack и говоришь, что вот эта территория теперь принадлежит королеве. Да? Такого не было. То есть это был чисто, это абсолютно договорная основа с конкретным сроком окончания этой аренды для Британии. И вот как бы был вопрос, да, то есть вот это была такая так называемая проблема 97 года. Что после этого делать? То есть там были как бы разные опции, да, которые могли бы быть, но одна из сторон договора была вот Китайская Народная Республика, которая четко говорила: нет, никаких опций, это наша территория, договор истекает, мы ее забираем, никаких компромиссов быть не может, кроме одного. Мы типа готовы согласиться на то, чтобы сохранить Гонконгу автономию после 1997 года. Да? Кстати, эта автономия не навечно, она действует только 50 лет, до 2047 года. И это означает, что даже если, допустим, вот сейчас Гонконгу удастся отстоять какую-то очередную атаку Китая и попытку насадить там свои институты и свою охранку, но, тем не менее, все равно пройдет там, условно говоря, 30 лет, чуть меньше, и все равно Китай получит эту территорию теперь полностью под свой контроль, потому что вот это основной закон Китая, договоренности с британцами, они только на 50 лет действуют. Да? Но, тем не менее, вот была проблема в том, что у Британии заканчивался договор, а дальше нужен был как новый договор. А его стороной был Китай, и Китай не соглашался ни на какие другие варианты, кроме передачи Гонконга под контроль Пекину. Да? Ну и как бы здесь, то есть чисто в юридической плоскости у британцев, во-первых, позиция была слабая,
Во-вторых, в чем еще там была проблема? Дело в том, что вот эта вся неопределенность создавала для Гонконга огромные экономические трудности. Потому что все знали, что в 1997 году договор истекает, и была большая юридическая неопределенность по части прав собственности, инвестирования там и так далее. Никто не понимал, инвесторы не понимали, собственники не понимали, а вот эта территория, она будет чья после 1997 года. Да? И, конечно, британцы и тогдашняя британская администрация Гонконга, но их просто это сподвигало к тому, чтобы все-таки хоть какую-то определенность достигнуть. То есть невозможно было подвешивать этот вопрос или, более того, как бы устраивать конфронтацию. Это очень сильно било по гонконгской экономике. Вот эта правовая неопределенность статуса после 1997 года реально для Гонконга создавала серьезные экономические проблемы. И вот, собственно, это британцев стимулировало к тому, что Китай очень активно везде в международных институтах продвигал тему, что это наша земля, вот у нас есть легитимный договор, мы ждем его окончания, тупо сидим вот в кустах и в 1997 году выходим на авансцену, и все, Гонконг наш. Вот Китай везде в международных институтах продвигал такую идею, что как бы мы забираем в любом случае, да, это, что там, не надо никаких переговоров, вот договор есть, все истекает, в аренду дали, потом аренда кончилась, мы его обратно забрали. Да? Вот, и таким образом у британцев была ограничена возможность маневра, поэтому вот был найден такой компромисс, что одна страна, две системы. Понятно было, даже многие британцы в то время, я там разговаривал со многими британскими политиками на эту тему, они говорят, да, ну мы понимали, что Китай, скорее всего, обманет, но ситуация прям прямой конфронтации, что типа не отдадим, она была чревата. Плюс еще, ну, Китай мог очень быстро взять Гонконг военным путем. То есть это не Тайвань. Тайвань все-таки это достаточно крупная страна, причем у нее еще есть островное положение, там нет наземной границы с Китаем, и они за все эти годы после Второй мировой войны все-таки выстроили довольно сильную армию. То есть за Тайвань, там, допустим, Китаю пришлось бы повоевать, но он, скорее всего, выиграл бы, но повоевать так болезненно пришлось бы, да. А Гонконге там армии нет, то есть Китай просто берет его, значит, вот, ну, там, на раз-два. И вот эта ситуация, юридическая ситуация, там, желание помочь Гонконгу с преодолением правовой неопределенности, вот это все внесло свой вклад в том, что Британия, в общем, вынуждена пошла Китаю на уступки. Еще одна история, конечно, здесь связана с тем, что, ну, в 90-е годы Китай реально выглядел вот по-другому, чем сейчас. То есть он вот начал эти рыночные реформы и открыл двери для международных капиталистов, сказал, типа, все, мы тут отменяем коммунизм, вы можете здесь там строить заводы, приобретать частную собственность, инвестировать, торговать там и так далее. Ну, рыночные капиталисты очень возбудились, да, то есть, по сути дела, знаете, такую хорошо известную либертарианскую фразу, да, что рыночек порешает. Вот он, как часто это бывает, он нарешал рыночек. Рыночек сказал, хрен с ними, что в Пекине коммунисты, будем с ними работать, потому что бабло. Вот, собственно, это был такой ответ большого бизнеса. А Китай всячески вот до нынешнего лидера Си Цзиньпина, который взял вот очевидный такой курс на превращение в такого мачо, агрессивного международного диктатора и подавителя свобод внутри, да? Ну, в Китае там предыдущие вот поколения лидеров, они были гораздо более благообразны. Еще когда Дэн Сяопин там активно участвовал в процессе, да? То есть они пытались сделать хорошую мину, что мы включаемся в глобализацию, мы теперь будем открывать себе для международного капитала, будем интегрироваться в мировую экономику, поэтому типа это не опасно давать нам Гонконг, да. Поэтому вот с учетом всех этих факторов, я сейчас много слышу голосов, типа, а зачем отдали? Ну как бы в 97-м, в 90-м, в 97-м году, в 84-м, когда Тэтчер подписывал эту декларацию, ну, реально была другая атмосфера, да. То есть, в 1984 году основной противник был Советский Союз. Ну, Китай, кстати, Дэн Сяопиновский Китай был в очень плохих отношениях с Советским Союзом до той степени, что он поддерживал, если вы не в курсе, котятушки мои, Китай поддерживал маджахедов в афганской войне против СССР в 80-е годы. Более того, вы, наверное, знаете, да, что
Там Рейган поставлял «Стингеры», это ракеты «Земля-воздух», для того, чтобы сбивать советские самолеты и вертолеты. Но на самом деле большая часть советской авиационной техники была в Китае сбита, в Афганистане сбита китайскими пулеметами, а вовсе не «Стингерами». То есть «Стингеры» скорее сыграли такую психологическую роль. Да? То есть Китай воевал против СССР в Афганистане. Он был гораздо слабее и меньше, чем сейчас. И он там встал на дорогу такого рыночного открытия для мира. Поэтому, когда британцы в 80-е, 90-е принимали решение отдавать Гонконг, ну, во-первых, у них были руки связаны, юридически было мало маневра, и это был совсем не тот Китай. То есть они реально они так его не боялись, как он представляет угрозу сейчас. Поэтому такое краткое историческое объяснение, почему так случилось, что коммунистический Китай все-таки получил контроль над Гонконгом, это было, наверное, скорее всего, объективно. Но, как многие ожидали, что Китай обманет и не станет соблюдать принцип «одна страна, две системы», так в итоге и получается. И, к сожалению, сейчас Китай с принятием этого закона об учреждении органов безопасности, подчиняющихся Пекину на территории Гонконга, он прямо нарушает все свои обязательства и, по сути, производит такой переворот в тех международных договоренностях по поводу Гонконга, которые он раньше обязывался соблюдать. Международная реакция на все эти события. Ну, откровенно говоря, как всегда, да, мы возвращаемся к нашему любимцу. Значит, рыба гниет с головы. И, к сожалению, от демократического мира, когда мы ждем какого-то консолидированного ответа на такой адский произвол китайских коммунистов, которые фактически хотят растоптать и уничтожить островок демократии в Гонконге, но от кого мы ждем прежде всего реакции? От лидера свободного мира Соединенных Штатов Америки. Но в Соединенных Штатах Америки сегодня у руля стоит какой-то, здесь должно быть запикано, да, как опять я повторяю старую фразу, я календарь переверну и снова 3 ноября. Когда же уже, значит, у нас наступит 3 ноября, и в Америке к руководству все-таки какие-то нормальные люди вернутся, да? Но пока что, какая реакция у администрации Дональда Трампа на эти события? Они тут же взяли и объявили, что, по сути, отзывают особый статус, преференциальный статус в отношении с Гонконгом, потому что он более не является административно автономным регионом от Китая. Это официальное письмо в Конгресс, которое написал трамповский прислужник, так называемый госсекретарь Майк Помпео. Да? Ну, гонконгцы, сказать, что в шоке, это ничего не сказать. Потому что американцы просто взяли и сказали, все, битва уже окончена. Китай уже все выиграл, это уже больше не свободный регион, поэтому мы просто вводим, по сути дела, санкции, да, и барьеры. Ну, то есть это всех, кто за демократию в Гонконге, это весь независимый гонконгский бизнес, сейчас просто уравняют с материковым Китаем, и это по ним будет страшнейший удар. То есть, у Трампа это как бы не новость для него, удары по своим, да, союзникам, там, друзьям Америки и так далее. Он постоянно этим занимается. Просто еще один пример, когда видно, что его свободный Гонконг, свободный гонконгский бизнес, люди, которые там борются за демократию, не волнуют. Он готов на ранних позициях как бы сдать ситуацию и сказать, что все, Китай уже все подмял, там бороться не за что, это уже не является самостоятельным регионом. Но это идиотский шаг, который очень многие эксперты по Гонконгу очень резко раскритиковали. В самом Гонконге паника. Люди там скупают доллары и так далее, ждут реального введения. Что означает эта фраза, что Гонконг перестал де-факто быть автономией от Китая? Это означает, что преференциальный американский режим в отношении Гонконга перестанет действовать. А у них там, соответственно, на минуточку, большое положительное сальдо с Гонконгом. Трамп все время жалуется, что у них отрицательное торговое сальдо со всеми. Это же по самим американским еще бизнесам нанесет удар. Зачем это делать? То есть нормальная стратегия была бы как бы побороться. Сказать, нельзя принимать этот закон,
мы все в мире взбунтуемся, против Китая будут санкции в ООН там, и так далее. Да? Нет, они на ранних стадиях просто взяли все сдали. Да? Поэтому вот что, здесь вот, например, британский премьер Борис Джонсон, ну, из исторических соображений, Британия, наверное, самая активная сейчас в демократическом мире, которая вот сейчас пытается что-то сделать, чтобы выступить против произвола Пекина в гонконгском вопросе. Вот Борис Джонсон предложил создать международную коалицию по противостоянию попыткам Китая вот заняться этим ревизионизмом в Гонконге и подчинить автономию своему контролю. Да? Но, во-первых, я думаю, что вот любые попытки создать такую коалицию, они обречены на неудачу, пока в Белом доме в Вашингтоне сидит Дональд Трамп. Потому что Трампу насрать, я извиняюсь, на этот Гонконг. Он преследует только исключительно свои узкоэгоистические интересы. И на демократию, в общем, он видел ее в гробу и белых тапочках. Много раз в этом могли убедиться, в том числе и в самой Америке. Да? Поэтому я думаю, что пока Америка самоустранилась, какая-то реально действенная, серьезная международная коалиция по Гонконгу невозможна. И уж точно не во главе с Британией, потому что Британия сильно утратила в последние десятилетия свои международные лидерские позиции. Ну, кроме всего прочего, она сейчас ослаблена вот этим противостоянием с Евросоюзом из-за Брексита, к которому мы еще вернемся. Там много чего интересного происходит. То есть, например, торговый переговорщик от Евросоюза Фил Хоган прямо заявил, что Британия, по сути, вот сейчас ведет дело к выходу из ЕС. Ну, они уже формально вышли, но там сохраняется режим всех предыдущих регуляций, который прекращает действие в конце года и должен быть отменен в связи с вступлением в силу нового торгового соглашения между Британией и ЕС. Но вот Фил Хоган из Еврокомиссии говорит, что, по сути, переговоры идут так, что британцы реально никакого соглашения-то не готовы с нами заключать. Скорее всего, это будет выход из ЕС без нового соглашения о взаимной торговле, с быстрым восстановлением всяких таможенных барьеров и кучей всякого экономического и финансового ада для обеих сторон, о чем мы вас предупреждали. Мы еще к этой теме вернемся. Но смысл в том, что Британия... Ее лидерство на международной арене очень-очень сильно ослаблено из-за Брексита, и она вряд ли может вот эту коалицию борьбы за свободный Гонконг эффективно возглавить. То есть у нее там Штаты погружены в какой-то свой там месс и полный предвыборный хаос и отсутствие нормального лидерства со стороны Трампа. С Евросоюзом отношения натянутые. Ну а кого? Россию, что ли, звать? Ну, Россия-то, очевидно, встала вот как раз уже на ранних стадиях на сторону Пекина. Путин китайский агент, как мы с вами неоднократно говорили здесь, и верная собачка, пособница, значит, оккупационных властей и пособница китайских коммунистов Маша Захарова из МИДа, она вот побежала отмазывать, значит, Китай, говорит, они все правильно делают, не надо, ни в коем случае нельзя вмешиваться во внутренние дела, там пусть Китай, короче, творит, что хочет, топчет эту гонконгскую демократию. Россия всегда не наша нормальная Россия, а захваченная путинской оккупационной администрацией Россия, она всегда на стороне своих китайских хозяев. Она всегда будет лизать пятки и сапоги своим китайским хозяевам, как делают Путин и Маша Захарова. И, конечно же, они бегут на перегонки там быстрее самих китайцев, делать заявление в том, что Китай имеет право якобы делать в Гонконге все, что хочет, хотя это, очевидно, не так, потому что по международным соглашениям Китай обязан соблюдать жесткую автономию Гонконга, на что он покушается и постоянно свои обязательства нарушает. Но здесь мы возвращаемся к теме вот этого большого глобального противостояния с Китаем. Кстати, пересмотрите нашу передачу о Китае, которая вышла в ноябре прошлого года и стала одним из самых популярных выпусков на моем YouTube-канале. Мы там подробно анализировали, какую опасность для мира и для
свободного демократического миропорядка представляют китайские коммунисты, и что они фактически являются хозяевами Путина. То есть Путин и его свора – это, по сути, вот прислужники Китая, продают ему газ с убытком. Кстати, вот пришли новые данные. Я говорил вам в той передаче о том, что поставки газа в Китай будут убыточные по вот этой всей, значит, овеянной фанфарами силе Сибири. Так вот, пришли данные о том, что таки да, они убыточные. $200 всего-навсего составляет закупочная цена вот, за первый месяц этого года по поставкам, которые начались в декабре, поставки газа из России, а вовсе никакие не $350-400, которые обещали нам 6 лет назад, когда этот контракт был подписан. С учетом того, что себестоимость там добычи и транспортировки очень дорогая, это дорогущий новый проект, я уверен, что $200 не хватает для того, чтобы обеспечить рентабельность. То есть Россия продает Китаю газ в убыток. Но что не сделаешь, чтобы вот товарищ Путин не вылезал сапоги своим пекинским хозяевам, у которых он является прислужником. Да? Ну вот и, соответственно, ровно такая же история происходит и с Гонконгом. Ну вот пересмотрите наш выпуск о Китае, и мы здесь много раз говорили, вот меня спрашивают, а вот ну, хотя бы Трамп же пытается с Китаем вести какую-то торговую войну, вроде как он Китаю как-то противостоит. Ребят, Китаю невозможно как-то противостоять. Это очень сильный, хорошо организованный противник, который готовился к этой войне за мировое господство несколько десятков лет, укреплял свою экономическую мощь, тотальный контроль за собственным обществом. Китай к этой войне хорошо готов. Для того, чтобы противостоять Китаю и защищать свободный демократический миропорядок, первое, нужно уважать сам этот миропорядок. Трамп его не уважает, он ведет какие-то свои погрызушки с Китаем, такие вот переругивания, как двое хулиганов во дворе, там, значит, в каких-то своих эгоистических целях. Трамп ведет противостояние с Китаем не для обороны правовых и экономических и социальных институтов, которые вот, обосновывают тот демократический миропорядок, который сложился за последние 30-40 лет. Нет. Трамп покусывает Китай в каких-то своих целях. Ему на демократический миропорядок и на партнеров по демократическому миру плевать. Он ведет с Китаем какую-то вот свою такую войну на их вот языке подворотни, да, как вот Путин тоже любит. Да. Торговая война – это абсолютно бесперспективная история, потому что она вообще сама по себе бесперспективная история. Посмотрите, у меня была передача «Где деньги» на канале Навальный Лайв, ну там примерно год назад, где мы с экономистом Константином Сониным говорили о торговых войнах Трампа и их последствиях. То есть торговая война – это всегда плохо. Это невыгодно всем. То есть ты не выигрываешь, когда начинаешь торговую войну. Ты не решаешь никаких задач. Ты просто наносишь себе и окружающим ущерб. Да? Вот это как бы все равно, ну, там, вам не нравятся соседи, значит, способ типа поджечь дом. Нет, поджечь дом – это плохой способ. Не надо так решать проблемы с вашими соседями. Да? Поэтому Трамп – это отсутствие уважения к демократическому миропорядку. Его не уважают в мире, к нему серьезно не относятся международные лидеры. Он не в состоянии создать какую-то коалицию по противодействию захвату Гонконга со стороны Китая, окончательному захвату Гонконга. Да? Британия для этого достаточно слаба, поэтому диспозиция плохая. Здесь вновь мы возвращаемся к теме 3 ноября. Я календарь переверну, и снова 3 ноября. Да? Вот. И к тому, что нам все-таки нужен возврат какого-то нормального, рационального лидерства в Соединенных Штатах для того, чтобы в том числе и эту проблему решать. Пока там сидит Трамп в Белом доме, у Китая же, почему он так ускоренно действует? А мало ли Байден придет? А сейчас надо быстрее на пожаре, значит, грабь, режь и там лови гусей, да? Вот побыстрее, пока Трамп там готов сдать Гонконг и сразу же отменить ему без всякой борьбы преференциальный статус, вот быстрее Китай при Трампе решает свои вопросы. К сожалению, диспозиция в этом смысле для Гонконга очень плохая. Но есть хорошая новость, хотя она такая достаточно драматичная, но тем не менее новость хорошая.
Я абсолютно уверен, что Гонконг не сдастся в этой борьбе. Я говорю так не случайно, потому что я в последние месяцы очень активно, в том числе, общался с самими гонконгцами. Мне повезло. Я вот не так много до того, как началась вся эта эпидемия и карантин, я не так часто езжу за границу, но я реально стараюсь ездить на самые важные, престижные международные события. И вот, в частности, я в ноябре был на форуме по международной безопасности в канадском Галифаксе, о котором мы здесь делали передачу. Я там подробно, там был большой блог про Гонконг. Посмотрите, там были гонконгские активисты, которым, кстати, даже вручили приз специальный за их борьбу за свободу. И потом я был в феврале, вот моя последняя зарубежная поездка перед этим кризисом, я был в феврале на пресловутой Мюнхенской конференции по безопасности. То есть это вот два таких главных международных форума по безопасности, Галифакский и Мюнхенский. И вот на Мюнхенской конференции я выступал на одной сессии с активистами из Гонконга, где мы говорили, рассказывали о борьбе за свободу в наших диктаторских странах. И, то есть у меня такой был большой опыт общения с гонконгцами за последнее время. Вы знаете, я абсолютно уверен 100%, что они не сдадутся в этой борьбе, несмотря ни на что. Вот это вот такой драматический элемент ситуации, то, что, к сожалению, видимо, им придется пройти через очень тяжелые испытания. Китай, конечно, сейчас готов обрушить всю свою мощь на Гонконг. Он не зря принимает вот этот закон о том, чтобы китайские структуры безопасности получили, наконец, право напрямую и свободно орудовать в Гонконге. Да? Конечно, они, как только этот закон будет принят, они займутся там масштабнейшими политическими репрессиями, чистками и так далее. Но я уверен, что гонконгцы не сдадутся. Они не сдадутся. И они превратят это все в арену такой глобальной борьбы. Это будет полыхать каждый день. То есть они не сдадут свою свободу просто так. И для Пекина это будет нести очень тяжелые имиджевые и в том числе экономические и политические издержки. Поэтому, конечно, силы не равны. Конечно, Китай намного мощнее Гонконга. Но, тем не менее, у Гонконга есть главное. У них есть дух свободы и нежелание ее отдавать. Они не сдадутся просто так. Мы этот очень драматический сюжет будем наблюдать в ближайшие месяцы и, скорее всего, годы. Скорее всего, это будет довольно тяжело. И там будут пострадавшие, будут жертвы, будет много политических репрессий. Но я вот, пообщавшись с активистами из Гонконга, честно говоря, очень сильно воодушевлен тем, что эти люди, они понимают, они полностью отдают себе отчет вот в этой китайской всей тоталитарной коммунистической машине, очень мощной машине, которая подкреплена там 40 годами экономического роста, статусом второй крупнейшей экономики мира, лидерством в клубе международных диктаторов. То есть, ну что говорить, Китай – это сила. И против него маленький-маленький Гонконг с населением 7,5 миллионов человек. Всего-то навсего. Но они готовы бороться с этим Голиафом. И, не знаю, они не уверены, что они победят. Но сдаваться они тоже не будут. И это очень хороший настрой. Как вот сказал один из гонконгских активистов, Гонконг сегодня – это как Берлин в годы Холодной войны. Мы вам здесь показывали речь Джона Кеннеди, блестящую речь в Западном Берлине. Ich bin ein Berliner. И да, действительно, я согласен с этой аналогией. Сегодня Гонконг – это передовой фронт борьбы за свободу, где тоталитарная диктатура наступает, хочет подмять под себя землю, которая привыкла к свободе за долгие годы и не готова ее отдавать. Это будет очень тяжелая, драматичная борьба, и я надеюсь, что там есть свет в конце туннеля, который во многом в том числе будет связан с долгожданной сменой власти в Соединенных Штатах Америки. Ну, я не ношу часов, но вот посмотрел бы сейчас на них, сколько осталось. Наверное, нам надо сделать счетчик в передаче до 3 ноября, да,
Но, к сожалению, до тех пор, пока в Вашингтоне у власти будет оставаться Трамп, к сожалению, скорее всего, помощи от демократического мира гонконгцам ждать не приходится. Приходятся такие вот какие-то минорные штуки, типа, ну вот британцы пообещали, что они дадут, возможно, дадут британские паспорта жителям Гонконга, у которых есть паспорта BNO, так называемые, British Nationals Overseas, то есть не граждане Британии, но граждане заморских территорий. До 3 миллионов гонконгцев могут, в принципе, претендовать на эти паспорта. Там Китай, конечно, фрикует из-за этого дела. Но как бы, а что паспорта? Ну что паспорта? Там вопрос, захватит Китай Гонконг и сломает ли он ему хребет или нет. Вопрос не в паспортах. Это все, как говорится, second best. Это какие-то такие вот меры вторичные. Да? Здесь в борьбе за свободный Гонконг нужно реальное лидерство. Так что давай, дорогой товарищ Джо Байден, на тебе будет много разной ответственности, но спасти Гонконг от того, чтобы он не был раздавлен под пятой коммунистического Китая, это очень важная история. В этом плане вот еще один из там бесчисленных вопросов, который стоит на кону в связи с предстоящими американскими выборами. Будем рассказывать вам обо всех этих сюжетах. Это была ваша любимая передачка о международной политике «Обнимашки с диктаторами» с Владимиром Миловым. Подписывайтесь на мой YouTube канал и распространяйте это видео, ставьте лайки. И я очень благодарен всем, кто, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и кризис, продолжает нам донатить на продакшн нашего канала. Производство этих всех видео – это далеко не бесплатная штука. У нас скоро, я надеюсь, появится спонсорская кнопка, и спонсоры канала будут иметь ряд таких дополнительных серьезных бонусных фишек. Там обо всем расскажем в свое время. Спасибо, что смотрели. Это Владимир Милов. Подписывайтесь на канал и скоро увидимся. Обнимашки с диктаторами.